Кинокомпания Buff Pictures представляет фильм Сержио Нолана. В главной роли Эндрюс Морози в фильме «Приключения русского американца в Москве». Всем привет, меня зовут Сергей, и это видео я хочу посвятить своему другу, который недавно приезжал в Москву. Собственно говоря, приятного просмотра и удачи. История пойдет о том, как один из моих друзей детства прилетел в Москву. Он прилетел, собственно говоря, из Штатов, сам по себе друг русский, родился и вырос в Москве. Мы знакомы с ним с самого детства, познакомились на нашей даче. Дача находится в 82 километрах от Москвы. Мы приезжали на летние каникулы отдохнуть на дачу, каждый к своей бабушке, и потихоньку начали дружить, общаться, и дружба продолжилась на протяжении долгого времени. Общались, виделись, ходили вместе на речку, купались в пруду, ходили в лес, строили шалаши, играли в футбол. В общем, проводили яркое лето каждый год, и с каждого года оставались какие-то веселые, интересные впечатления, и ими можно, мне кажется, вспоминать, гордиться и помнить очень долго. Мы не виделись очень давно. Последний раз мы виделись 14 лет назад. Все это время мы не виделись совсем. Так получилось, что где-то лет 15-16 назад сначала уехала мама моего друга детства в Соединенные Штаты Америки. Затем так получилось, что мама его предложила ему тоже переехать и забрала его вместе с собой в Штаты. Я помню, первый раз он уехал где-то на год и вернулся год или полтора года спустя на дачу. Мы, конечно, были все очень удивлены, было много вопросов, как там в Америке, что там, как там, куда там. И, насколько я помню, одна из его, скажем так, покупок — это купить как можно больше русских и лицензионных, и нелицензионных дисков с играми на русском языке, чтобы в Штатах проходить и играть в те же игры на компьютере, в которые мы, в принципе, играли, обсуждали, пока были в Москве. Ему, кстати, это удалось, он привез, насколько я помню, порядка 15 или даже 20 игр в Штаты. Мы не виделись 14 лет. И тут как бы у нас получалось, как мы общались сначала по скайпу, потом по фейсбуку мессенджеру созвону. И последние пару лет мы уже перешли на телеграм, общались в телеграме, созванивались, списывались, отправляли друг другу небольшие, но ламповые видеоролики, как дела на улице, как дела с погодой, как дела вообще в целом в Штатах. И, собственно говоря, так вот общались. И тут буквально в прошлом году, в декабре, Андрюха мне пишет, что, говорит, так и так, я приезжаю в Москву. Я, конечно, обрадовался и решил его, можно сказать, встретить, сопроводить, и устроить, конечно, небольшую экскурсию, как можно больше провести время, пока Андрюха в Москве. Мы с моим другом собрались и поехали встречать Андрея в день его прилета, 11 февраля, если не ошибаюсь, воскресенье, в наш московский аэропорт Шереметьево, чтобы встретить Андрея и сопроводить до его дома. Дорога была достаточно долгой, не близкой. Мы добирались на 2 автобусах, но это было весело, интересно. С каждым разом все быстрее и быстрее ощущалось, что вот сейчас увидимся. Пока мы ехали, я снимал видеоролики из автобуса, снимал кружочки, что вот мы уже на месте. И непосредственно в аэропорту тоже сделали пару подъемов. Тут выход, а где вход? Терминал С. Встреча в аэропорту немножко задержалась. Андрей немножечко запоздал. Его самолет перенесли на пару минут, но из-за того, что самолет перенесли, пока досмотры, пока отдавание вещей, мы долго его ждали. Сейчас я жду своего друга детства, который прилетает в этот прекрасный аэропорт Шереметьево. Собственно говоря, Андрюха, мой друг, прилетает из Соединенных Штатов Америки, летит через Дубай и, собственно говоря, прилетает сюда, в Москву. Все это время мы с моим товарищем Антоном, который за кадром, будем фиксировать на видео нашу с ним поездку, наше с ним посещение разных достопримечательностей, мест, и в конце создадим небольшой, но очень ламповый фильм. Не знаю, почему задержался на минут 40-50, и когда уже мы вышли, безумно обрадовались. Люди.
красиво встретил. Обнялись, встретились и пошли искать каршеринг, автомобиль в аренду для того, чтобы доехать до его района, до его дома. Реально долго ждал. Антон, Андрей. очень приятно. Hello, hello. Hello, my friend. My name is Tony. Да я скажу. Другая высотка, да. Слушай, она Одна выглядит из прям семи высот. идентично, я бы сказал. А это мини. Пока мы ехали, показывали Андрею архитектуры Москвы. Уже начало смеркаться. Вокруг было очень много ярких огней, фонарей. Чем ближе мы подъезжали к центру, тем более интересней и ярче становилась Москва. Андрею, кстати, очень понравился центр Москвы, очень понравился город. Спустя 14 лет Андрей сказал, что максимально все изменилось. Показали ему самые яркие улицы Москвы, столицы, и уже, собственно, подъехали к его дому. И уже когда приехали домой, поставили машину, мы помогли Андрею с приносом чемодана домой. И у Андрея родилась замечательная идея. Он захотел покушать русской еды, исконно руссконародной, русских продуктов и той продукции, которой у него, к сожалению или к счастью, не было в Америке. Просто, если честно, я с молоком его ем, парни. Ну, как пожелаешь. Город вкуснотеево хороший. Ну давайте еще товар, да. Как-никак, творог, на самом деле, тоже тема. Вот этот, я на сырники из него делал. Да? Хороший, Антох? Обезжиренный есть, и жирный. И вы прям, как его, прям без сахара, сахаром? Я сырники делаю. Я вообще творог почти не ем, это вот к Антону лучше спросить. Я вот обычно сырники делаю. Я, то есть, подбираю, мне вот под сырники вкуснотеево хорошо заходит. Молоко. Молоко здесь. Молоко хорошее, кстати, если оно есть. Что такое баночка? Раньше в коробку уже было. В пакетах таких, да, квадратных? Да. Итальянское С бухлем. молоко пармалат. Может такое? Можно? Хорошее, вот, смотри, Андрюк, итальянское пармалат. А есть еще этот, как его, сарафанного, а на Беларуси тоже офигенно. Выбрал колбасы, сыра отечественного, обязательно малосольных огурцов, несколько салатов, нарезок, русского свежеиспеченного хлеба, квас обязательно бутылку мы взяли и много всякого того, чего у нас в Москве продается круглый год. На тот период жизни, пока Андрей был в Америке, этого у него не было. Давай зайдем посмотрим. Здесь? Ну, просто посмотрим, может быть, что-нибудь из сладкого, но здесь чуть дороже, сразу скажу. Да. Пока в Флоренции в свое время я в магазин Бинт заходил, и здесь украли сахар, смотри, Украли сахар. без сахара. А, Полезный шоколад. Там что тоже в Америке сейчас это. так как и Здорово. живем. О, мы такой берем в пятерочке, но, в принципе, ну, Сырой тоже как бы Телезитель. неплохой. Телезитель, Прикольно. да, это прикольный Ну сыр. что, парни, двинем? Да, двинем, пойдем, а то остывать начинает. И все вместе отправились уже непосредственно домой кушать. Какая-то жижа. Но есть ножи и ложки. Ну, заебись. Мы начали пиршество по возвращению Андрея из Соединенных Штатов в Москву, накрыли стол, стали кушать, можно сказать, поднимать тосты за его приезд, за его прилет. Все, в принципе, было очень весело. Максимального процветания, чтобы мы все двигались Всё вперед. было, и скажем, чтобы- без мата, круто. Да, чтобы все было без мата, все было круто, и все было четко, и чтобы мы продолжали цвести. И пахнуть процветать, хорошо. И пахнуть хорошо. Мат это, конечно, часть языка, но, кстати, Серег, вот ты меня постоянно за это критикуешь, я тоже задумался о том, чтобы Давай. его использовать меньше. Сначала мы немножко выпили, закусили, потом мы боролись на руках. Что вот здесь происходит? Давайте пару слов. Russia versus America. Раз, два, Три. одинаково. Ля, ты на палец давишь. Давай по новой возьмемся. Ну, давай. Серега, улыбнись. Ля, прям наравне идем, да, Андрюх? Ля. Ля.
Не, ну ничья. Ничья, да. Ровно. Прям ровно, да. Был очень веселый, насыщенный вечер. Хотели, честно сказать, дать Андрею отдохнуть и разъехаться чуть-чуть пораньше. Все-таки прилет был достаточно долгий, 14 часов от Штатов до Эмиратов и 5 часов от Эмиратов до Москвы. Но получилось так, что у Андрея сначала были одни какие-то... Сначала мы обсуждали какие-то одни вещи, потом другие, потом третьи. И, по-моему, мы задержались до 11 вечера. И было достаточно весело, интересно и здорово. Андрюх, как он тебе? Кстати, суть в чем? Внутри там плавать нельзя, но есть такая тема. Вверху видишь вот этот вот вход. Туда идет человек. Ну, в акваланге он туда спускается, и каждый день в час дня он кормит рыб внутри аквариума. То есть... На следующее утро вместе с Андреем и Антоном мы отправились в торговый центр «Авиапарк». Андрей хотел посмотреть немного одежды, которую хотел бы привезти из Москвы в Штаты. Ну и заодно мы выбрали «Авиапарк» не так просто, так как в центре данного торгового комплекса, торгового центра находится огромный пятиэтажный аквариум, который занесен в книгу рекордов Гиннесса. И, конечно же, мы хотели показать его Андрею, и нам это удалось. Андрею очень понравился данный аквариум, и он даже попросил себя с ним сфотографировать. Далее мы гуляли по торговому комплексу, рассматривали разные магазины, заходили вовнутрь и, конечно же, решили перекусить, так как Андрей сам приехал к нам из Штатов. Мы решили сводить его в местное заведение, которое делает бургеры, называется «Фарш». Чтобы по-киношному было. Во. Он его доел. Что ты скажешь об этом бургере? Да, я объелся. Да, я сейчас его съел. Как он называется? Съел бургер. Если честно, мне понравилось все, кроме одной вещи, достаточно колоссальной. Там очень было вкусное хлеб, очень были вкусные вокруг мяса все прибамбасы, там эти самые помидоры, огурцы. Но я не знаю что, но в самой котлете, вот ей-богу, вот какой-то вот странный у нее привкус. Может, какой-то это специальный у них там рецепт, как они ее жарят. Но на вкус она какая-то вот, то ли перец, то ли что-то там в ней такое есть. Очень такое вот прям сразу внимание. Специи какие-то, да? да? Специя прям кидается во внимание. Если честно, я этого не ожидал совершенно. Я что-то думал, будет, ну, как бургер, но вот очень был такой вот вкус у него, очень, так сказать, специфический. И, если честно, я этого не ожидал, и как-то мне он немного меня сбил с курса, так сказать. В общем, бургер был вкусный. Самый вкусный в жизни, когда я когда-либо ел, скорее всего, нет. Самый менее вкусный тоже, наверное, нет. В общем, я бы сказал... Сколько бургеров из 10 бургеров? 8. 8 бургеров из 10 бургеров. Да. А про колу? Российскую. Андрюх, российская кола, русская Было кола. очень интересно, да. Очень такой у нее интересный вкус. Специфический, необычный вкус, да, в хорошем смысле. Да, такая сладкая, вкусная. Да, да, интересно. У нас еще есть это карамельная, а есть еще ванильная. Ну, ванильная, она на оригинальную, на самом деле, ванильную похожа, но там не сильно разница. Чем-то напоминает, знаете, такая тема есть в Америке, не знаю, здесь там продается, нет, root beer. Рутбир? Root beer, такая коричневая упаковка с таким обычно псом. Я у Максима брал на дне рождения, он угощал, да, есть. Вот очень вкусно напоминает root beer в Америке, такая тема. Там тоже какая-то карамельные нотки какие-то такие. Но там очень много пены в ней, такая там пушная такая пена. Если там удастся попробовать. В металлических банках, да? Да, да. Дорого они стоят в Америке? Это Копейки. обычная сода. Круто. Спасибо за интервью. На следующее утро по нашей договоренности Андрей приехал ко мне на район. У него на его крышке 11 Pro айфона была трещина, он ее очень сильно разбил. И так как я занимаюсь ремонтом, я решил ему помочь. Я решил починить его заднюю крышку на его айфоне. Мы в первую очередь пошли в нашу местную пиццерию на метро Митина. Я слушаю. Привет, Андрей. Снова мы продолжаем наш
Да. видеообзор. Сок, кстати, будет очень вкусный. Очень вкусный, да? Да. Может быть, возьмем еще в дорогу домой? Ну, тебе, да. Ты попробовал 2 пиццы Да. из Доминос. Какая из пиц тебе больше всего зашла? Какая понравилась? Есть ли разница американской Доминос и российской Доминос? Да, на самом деле, когда я зашел, если честно, я думал, типа, ну, что мы идем в домино, как бы, там и куча домино, и так есть, я в Россию приехал, чтобы есть то, что там есть, как бы, но сейчас я сел, я попробовал эти пиццы, и на самом деле достаточно приятно удивился, потому что хоть сами коробки выглядят практически одинаково, так же, как в Америке, но сама пицца на вкус и ну, на весь ее такой экспириенс, я бы сказал, будет совершенно другой продукт. То есть мне, если честно, мне вот это нравится намного больше. Американская пицца, там, ну, как бы много очень у них, я не знаю, как это описать, но там много специй на них, там всяких. Очень остро. Да, но там перец, и так ее готовят, мне кажется, ее готовят намного более жирную, там, в маслах, там прям, когда ее ешь, из нее прям течет масло, и прям руки такие прям, ну, в масле все. И вкус у нее, на самом деле, если честно, другой совершенно, очень такой, ну, такой специфический вкус. Американский, наверное, нравится, мне совершенно не нравится. Эта пицца, мне кажется, она более на вкус такая вот, как изначально ее делали итальянцы, когда начинали. Такая она более какая-то, я не знаю, как сказать, сбалансированная, что ли. На вкус намного более приятнее, намного живот оседает намного лучше. В общем, нравится мне намного больше. Какая из них мне понравилась больше? Наверное, вот это. С грибами. Да. Отлично. Ну, слушай, Андрюх, спасибо за интервью. Мы продолжаем. Попробовали пиццу Доминос или Доминос. Пообщались, поговорили, вспомнили, скажем так, моменты из детства. После того, как мы перекусили, мы отправились непосредственно в мастерскую, решили вопрос с разбитым стеклом. Час спустя у Андрея на задней крышке уже стояло новое стекло. Я все сделал быстро, качественно, главное, грамотно. И мы уже взяли еще одну пиццу и отправились к Антону в гости. Я так всю ночь показываю. Да. Так что нравится я. Когда мы приехали к Антону в гости, мы немного пообщались, отогрелись от холодной русской зимы, поели оставшуюся пиццу, попили апельсинового сока, который привезли с собой, и решили показать Андрею нашу местную достопримечательность на районе Сокол. Он огромный, да. Он огромный. Когда на картинках или там на Максе видел, где они летают, они кажутся меньше, а вживую он прям огромный. Когда мы подошли к институту МАИ, мы увидели огромный истребитель-самолет и пообщались с местным жителем, который, возможно, преподает в этом институте. И он нам рассказал про то, для чего нужна трубка впереди. Думаю, чтобы разрезать какие-то потоки. Нет, А-а. для этого на сверхзвуке садиться на кромке, но это совсем другое. У самолета на носу о том, что за самолет, ну, что он из себя представляет, как он летает, какие-то его фишки. Мы пообщались, поговорили и дальше пошли уже от самолета в сторону одной из станций МЦД. И, собственно говоря, в этот момент я решил поспрашивать Андрея на тему искусства в России и искусства в Америке и получил интересные ответы. Итак, Андрей, привет. Да. Продолжаем наши выпуски. Хочу спросить тебя, как в Америке больше ценится искусство? К примеру, искусство на бумаге, то есть это бумажное, скажем так, вот, или же все-таки искусство цифровое? Что скажешь? Что тебе, ну вот на твой взгляд, как ты, как человек, который живет уже долгое время в Америке, ну, что, на твой взгляд, лучше? Бумажное искусство или цифровое? 100% цифровое, потому что так же, как здесь в России сейчас, ну, уже нету бумаги, все сейчас в телефонах. То есть картины, форматах. они не ценятся, да, или ноль. почему? В Инстаграме все. То есть все люди, вот если посмотреть внимание, куда оно уходит, на что, да, в основном на всякие цифровые форматы, то есть Инстаграм там очень популярный, так же, как и здесь, в принципе. Да, люди просто сидят там на соцсетях, YouTube. И реально популярны творческие всякие темы, там как люди, например, рисуют там в таймлапс, допустим. На быстрой съемке. Ну да, то есть, конечно, люди увлекаются так же, как и раньше, когда были бумаги, но сейчас просто, ну, стало удобнее все делать просто на компьютерах, на таблетках.
То есть уже, наверное, и прошел такой период, когда люди дарят друг другу картины, нарисованные красками или ручками, Вот карандашами. картины нарисованы краской, это то эксклюзивно русская тема. То Ага. есть это вот я знаю, да, многих, кстати, русских людей, которые уезжают, они привозят. Но это вообще просто такого нету в Америке. Никогда. Картины там, ну, можно увидеть, но может какие-то более современные там, типа граффити, арт. Я позадавал Андрею вопросы, насколько похорошела Москва за 14 лет, пока его не было. Андрей, скажи, как тебе Москва 14 лет назад и Москва сейчас? Мне Много ли кажется, изменений? Да, мне есть что сказать. На самом деле, мне кажется, город, если честно, изменился в лучшую сторону. Просто когда я уезжал, все-таки, я помню, был такой как-то, ну, change-up moment, когда там, ну, как бы, после Советского Союза, как не так уж много времени прошло, как-то было немного грязновато, как-то странно. Метро было как-то Небезопасно. небезопасно, куча народу, проблемы с transportation. А сейчас, блин, я приехал, вот первое, что я заметил, стало все очень как бы так чисто, прилично и продуктивно, и гладко. Вот я сейчас езжу по метро, допустим, без конца эти trains. Вовремя приезжают. Очень много их, прям каждую минуту. Я помню, когда уезжал 14 лет назад, там стоишь, ждешь их там по 7-10 минут, они не приходят или как-то там. А сейчас прям все так максимально эффективно. Сам город очень чистый, очень красивый прям. И, в общем, мне очень приятно тут находиться, на самом деле. Задать вопросы как человека, который уже побывал несколько дней в столице, спросить различия о том, насколько здесь и там есть какая-то разница, насколько отличается Москва от Штатов. По сравнению с американскими, мне кажется, за 14 лет наоборот стало американские, они все просто деградировали в хаос, потому что там, ну, бездомные там ничего не делают, там вообще демократия какая-то левая стала, и города из-за этого страдают. А здесь как-то наоборот стало все как-то собрано, ну и вообще так в строю я удивился, я даже этого не ожидал. Хорошо. Да, в лучшую сторону. Дальше, когда мы уже почти дошли до станции, мы увидели огромные сугробы. Андрюха сказал как раз таки, что таких сугробов, как в Москве, он очень давно не видел. И, конечно же, было желание разбежаться и прыгнуть в этот сугроб. Че, Андрюх, скажешь, сугроб выше тебя? Прям видос сугроб? Снимешь видос? Да, давай второй телефон сделаю на 2 сразу. Давай. Есть у тебя замедленная съемка? Да, на лампу так можно. Боком туда. На, я тоже возьму этот твой. Карман не скажешь, что я нет. Ну давай. Окей, давай вместе. О, Я прям с разбега. С разбега. Окей. С разбега. На счет 3, ладно? Да. Ой. Я просто у меня вышел. Да. Раз, два, три. Антон, собственно говоря, помог, и ребята и попрыгали, и поныряли, и поплавали. Я сам высокий. Он мне в спину забрался. Ощущается такой вкус детства, Да. 90-е. Ну вот высота, блин, это пипец. 2 метра как минимум, мне кажется. Ну, да, очень достаточно высокий. Да. Спасибо, Серег. Пожалуйста. Топ. Андрей решил собрать всех гостей, всех друзей у себя дома. Андрей пригласил всех своих друзей, Кто все эти люди? самых близких, в том числе меня, Антона, своего друга Илью и друзей Магомеда и Фатиму, мужа с женой, в свой дом, в свою квартиру, чтобы устроить небольшой, но очень милый корпоративчик. Мы заказали пиццу, ели пиццу, пили газировку соком, общались, разговаривали, играли в карты, потом еще устроили партию в Имаджинариум. Я, кстати, победил. Пообщались, подружились, и, как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. У Андрея очень замечательные, добрые, отзывчивые друзья. Илья, Магомед, вам отдельный привет. Мы лампово провели этот вечер, посмеялись, повеселились, пообщались, познакомились,
и обменялись контактами, телефонами. И это старт одного из начала моментов, старт дружбы длиною в жизнь. На утро следующего дня мы встретились все вместе, компанией Андрея и его друзей. Сначала приехал я, потом подъехали Илья и его девушка Арина, как раз таки впервые, когда мы познакомились с Ариной. Очень замечательный, веселый человечек. Арина, привет. И уже чуть позже подъехали Андрей и Магомед. Это беззеркалка же, да? Да, беззеркалка. Беззеркалка. Очень прикольная, кстати, топовая. Андрюха, пока ты не начал тратить бабки на сувениры, $2000. это тебе. О, Зацени. о, прикольно. Будешь есть русскую икру. Обязательно, обязательно возьму себе. Будешь. От души. Спасибо, Серега. Все вместе мы отправились из станции метро Арбатская на улицу. Напомни, какие города ты посещал? Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Калифорния? Ну да. Ну да, пошел я нахер. Нет, ну дракон как бы. Не, ну конечно. Приехать в Россию, чтобы сфотографироваться с китайским драконом. О, хорош, кстати. Я разработал маршрут, по которому хотел провести и ребят, и главное Андрея, показать ему центр Москвы, центр столицы. Маршрут начался с Нового Арбата. Мы прошли по улице, и мы видели очень много разных новогодних инсталляций, от надувных драконов в честь китайского Нового года, заканчивая до разных елок. Пройдя весь Новый Арбат, мы завернули до здания МИДа. Пока мы шли до здания МИДа, мы зашли в один из крупных бизнес-центров. Я показал ребятам смотровую площадку. На этаже 21 мы поснимали Москву, пофотографировали Москву. Нам было очень много ярких кадров. Эти кадры сейчас появятся на вашем экране. Дальше мы спустились и пошли до МИДа. Андрей очень обрадовался, очень хотел увидеть МИД. Мы пофотографировали Андрея одного и на фоне МИДа, и с друзьями. И уже от МИДа, от Смоленской площади, мы отправились в сторону Старого Арбата, прошлись по Старому Арбату, закупились сувенирами, купили Андрею матрешек. Андрей купил себе матрешек, купил бочонок для меда. Мы пофотографировались на Старом Арбате и уже непосредственно оттуда пошли в сторону Кремля. Собственно, здесь, Андрюха, вот в этих стенах почетный караул. То есть это считается элита российской армии. Здесь ходят люди, которые стоят перед вечным огнем, которые служат как самая элитная армия и берут от метр, по-моему, 90 или метр 85, то есть очень высоких берут. Вот, то есть это как считается прям супер-пупер. Они тут год просто маршируют и пару месяцев стоят около этого вечного огня. Вот. Интересно. Пока мы шли в Кремль, я показал Андрею автозак, рассказал про наши автомобили, которые перевозят буйных людей. Многие из этих машин спасли тысячи жизней. Узнайте о них больше в новой коллекции «Автомобиль на службе». Это, короче, автомобиль для того, чтобы перевозить задержанных. Вот, да, собственно говоря, там есть туалет, там есть подогрев, то есть все для тех, кто хочет потусить, прокатиться, да. Не хватает только адвоката. Мы прошлись по Александровскому саду. Мы с ребятами дошли до Вечного огня. Посмотрели, Андрей пофотографировал Вечный огонь. Дошли уже непосредственно до памятнику герою Жукову. Обошли памятник маршалу Жукову и дошли до нулевого километра. Пофотографировали Андрея на нулевом километре. А дальше сквозь ворота прошли уже непосредственно на Красную площадь. А так, да, почти все советские вожди там. Вечный огонь, похоронены. Но зайти нельзя, да? Ну, Определенным днем работает. Вон, кстати, расписание. Да? очень красивая, это как сказать, на стенах роспись, да, Андрюх? Да. Не, ну это прям такая очень глубокая культурная Просто мы уже здесь наши полномочия все окончены. Достопримечательность. достопримечательность России, да. Очень такая прям, да.
Кстати, тоже ни разу не был, так что нормально. Ну а что там на жмура смотреть? В целом, да. Не, ну там сзади еще на этот Кремлевский стан, он тоже просто могилы сносит. Ну как бы да. В Кремлевской стены. Ну, ничего не подумать. Вот. А так вот каточек обычный, полковой он слева. На Красной площади мы прошлись сначала через ярмарку, потом слева от нас остался каток, а мы уже пошли вдоль стены Кремля, уже пошли непосредственно ближе к Спасской башне. Андрей также поснимал собор Василия Блаженного. Андрюх, часть твоей мечты сбылась. Да. Можно сказать, ты увидел Красную площадь, Кремль, собор Василия Блаженного. Как твое ощущение? Очень красиво, я прям заряжаюсь, восстанавливаю свои... Ничего не поменялось, да? За 14 лет? Че уезжал, да? Еще 14 лет не приеду. Не, к слову, что Ну тут вообще ничего не поменялось, конечно. Ну тут все такие здания, прям они исторические, вечные прям. Вечные, как Вокруг-то все поменялось, фильм. конечно, уже, да. Мы изрядно замерзли, находясь на Красной площади около Кремля и около собора Василия Блаженного, и решили пойти в кафешку, где готовят самую вкусную шаурму. Пока шли, мы общались и с Андреем. Андрюх, есть такая пословица «дорогу осилит идущий». Как она будет по-английски? Такой нету. Такой нету. Там всякие другие есть. Про дорогу. Ага. Андрей, ты осуществил свою давнюю мечту? Водил Порш? Порш. Он BMW водил. Нет? Ну, BMW у меня была вся такая мечта, да. BMW круче, чем Porsche. Наверное. Кстати, сладости в Штатах вкуснее, чем в России шоколад? Или же в России вкуснее шоколад? Ну, в России есть того, что нету в Америке, а в Америке то, что здесь везде есть, эти всякие шоколадные американские изделия, они там и так есть. Ага. Мне русские больше нравятся конфеты. Да? Да. Интересно. А, допустим, самый популярный шоколадный батончик или самая популярная шоколадка в Штатах, это какая? Ну, наверное, Сникерс, Твикс. Виспа, не, такой не Я знаю. удивился, у них там Риттер Спорта нету. Вроде как, да, Андрей? Нет, я не знаю, что это. Не знаешь, что это такое. У нас это... Ну да, это немецкий шоколад, но теоретически я думал, что он будет в Штатах. А У нет. них там все свое, если честно, там они помешаны да, на этих всех. Ну, там много скитлсов всяких вот этих. Это все вот эти конфеты, которые тут заводят, оттуда их там летят. Ну там еще такие специальные, например, там донаты есть, это типа как пончики. Пончики, да. Но они такие специальные, у них такой очень уникальный вкус. Они очень донаты эти любят, тоже, если говорить про изделия. И они достаточно недорогие, да? Ну да, такие средние. Там их много разных есть. И это прям их тема, например, в городе, где я живу, там есть, я бы сказал, максимально самый популярный туристический ларек этого города, Портленда. Voodoo Donuts называется. Это, по сути, там вот этот магазин этих пончиков, они там делают их там с хлопьями, там, блин, я не знаю. С абсолютно любыми начинками, Да, да? совершенно какие-то там рандомные, там, Сумасшедшие. да. Но в этом как бы вся загвоздка его. Интересно, Ну, а интересно. так они там мука, там сахар обычно такие. Слушай, круто, Андрюх, правда круто, интересно. Да. Когда мы пришли в шаурму, Андрей всех угостил свежим чаем и купил каждому по шаурме. Андрей, большое тебе спасибо за это. Да ладно, я помню те времена, когда мы еще на Кожубской все собирались и Пасха, все с яичками на детской площадке. Так, Андрюха, Да. шаурмой. Я не помню просто этого. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you. А Антоха присоединился к нам чуть позже, когда мы уже собрались в шаурме. На следующий день я позвал Андрея в гости, и так как Андрей соскучился по русскому, скажем так, столу, по русской народной пище, по обычной домашней еде, так как в Америке он ест одну пищу из одних продуктов, а в Москве другую, мной было решение приготовить Андрею русский национальный стол у себя дома. В этом мне немного помогла моя мама. Мы накрыли
стол, позвали Андрея ко мне в гости и накормили русской едой. Я устроил ему рум-тур, показал один из своих крафтов по косплею, который я сделал в прошлом году. Как он, Андрюх, как тебе? Ну прикольно, да. А давай включим, там есть переключатель. Да. И как? Вот здесь есть маленькая кнопочка. Смотри. Прикольно такое. Как тебе? Ну, яркий. Он подержал щит Героя Щита из манги, аниме. Дальше была идея пойти в спортзал. Так как у меня по понедельникам, средам и пятницам идут тренировки, я решил совместить приятное с полезным и сводить Андрея в свой зал и показать ему свою тренировочную базу. Позанимались спортом, позаписывали контент. Возможно, Андрей даже не в курсе, что мы там записывали контент, но я аккуратно записал контент с спортзала и уже ближе к вечеру разъехались по домам. На следующее раннее утро мы с Андреем отправились в город Балашиху. И, собственно говоря, пока мы приехали в город Балашиху, мы успели зайти в одно из кафе, столовая СССР. Еда подавалась в аутентичной советской посуде. Андрей заказал обед, а я просто взял пару булочек с чаем. За дружбу, Андрюх. Давай. Мы позавтракали, пообщались, поговорили, выпили за встречу компотика. Мы зашли в несколько магазинов, в одном из которых Андрей выбрал себе свитшот. Как тебе русский трикотаж? Что-то? Русский трикотаж, русский шмот. Не, нормально. Да, очень собираем. Я помог ему с выбором, с размером, с цветом. Андрюхе он очень понравился. Прям, знаешь, вот чисто на тебя. Да? Как будто его шили прям под твой рост, размер и габариты. Единственное, что вот в руках, где пальцы, он немножко, ну, как видишь, большой. Да? Ну, небольшой, как, ну, собирается, а как, ну, в объем немножко. Ну, в целом... Пробить дырку вот тут вот. Да не надо дырку рвать, мне кажется, и так круто. И вот так было, можно было быть. Мне кажется, круто. Сделать дырку. Ну да, даже без ударов тоже нормально. Если немного подтягивать, будет окей тогда. Здесь окей. Еще тема, кстати, жалко, он рукава особенно не закатаешь с ним. Ну можно, но такой тугой. Хотя может со временем он... Со временем, мне кажется, очень сильно разойдется. Разойдется, думаю? Конечно. И главное, сзади у тебя картина художника. Ну да. Возьмем этот. Да? Да. Тебе нравится? Да. На все 100? Да. Огонь, Андрюх. Одна из идей приезда Андрея в Москве была посещение Третьяковской галереи. И на следующее утро мы отправились в Третьяковскую галерею. Обошли всю экспозицию, посмотрели на все картины, которые были представлены тамошними художниками. Мы увидели картины Васнецова, картины Врубеля, работы Шишкина. Также мы увидели картины Айвазовского и многих других художников. Он очень известный, но он в основном прославился именно вот этой вот картиной с Иисуса Христа. Вот типа Мона Лиса, допустим, вот такого стиля, старых мастеров.
Че, Айвазовский, Андрюх, или кто? Да. Ты его знаешь? Конечно. Это один из самых известных таких художников. Он нарисовал картину «Девятый вал». Да, про нее. А, конечно, сейчас, секунду. Тоже Сергей Радонежский. Крестный ход, может быть. Просто твое, да? Любимая картина? Да, я думаю, тоже есть. Те же «Три богатыря», те же «Мишки в лесу» Шишкина. Да. Ну, типа, якобы все, наверное. Наверное, да. Также, когда мы были в Третьяковской галерее, мы зашли в буфет, и там Андрей осуществил еще одну маленькую мечту. Он попробовал русский торт, который не ел 14 лет, а именно он взял медовик. Че, как? Скажи твое мнение. Не, ну медовик хорошая тема. Да? Давно таких не ел, да? Вот возьми, попробую. Да, ладно, Андрюх, правда, посеки. По выпечке, где лучше, вчера где сидели или здесь? А вчера где мы были? Ну, столовая, где выпечка была, помнишь? Да, кстати, там прикольно было. Да. Ну, там и здесь вкусно. Ну, главное, что тебе нравится. Ему очень понравился, и, собственно говоря, мечты сбываются. В предпоследний день нашей туристической программы мы с Андреем решили отправиться на ВДНХ, чтобы посетить выставку «Россию» и другие интересные павильоны. Наше путешествие началось с просто входа на ВДНХ, проход по главной аллее центральной, дальше мы посмотрели на фонтаны. Я и Андрей пофоткались на фоне фонтанов. За ВДВ, Андрюх. Дальше мы пошли в павильон ВКонтакте. Якобы тут все республики Союза. Да. Бывшего Советского Союза. Посмотрели на персонажей ВКонтакте, посмотрели на местные активности, сделали фотографии и даже посмотрели на магазин с мерчом от ВКонтакте. Дальше мы отправились в павильон Росатом. Там мы посмотрели инсталляцию атома, посмотрели историю атомного топлива и атома в целом, посмотрели на макет атомных бомб, а также посетили все представленные там экспонаты. Андрюха, привет. Да. Как тебе наша выставка «Атом», которую мы только что посетили? Что скажешь? Да, интересно. Я, конечно, не эксперт в такой сфере, но посмотреть было интересно на разные экспонаты. То есть стоящая, да? Рекомендуешь? Ну, смотря кому. Ну, для туристов, допустим, которые приезжают в Россию. Ну да, прикольная выставка, главное, красиво, бесплатно. Интересная. Да, когда бесплатно, всегда приятно. Дальше было принято решение поехать на станцию метро Киевская. Андрюха очень заинтересовался фресками, картинами и мозаикой, которая была на станции метро.
Когда мы пофотографировали на станции метро Киевская, мы пошли вверх, мы поднялись в Black Star Burger. Это была одна из задач Андрея. Андрюха, как тебе? Не, на самом деле вкусно. Как в Америке или лучше, хуже? Ну, такой с беконом, по-моему. Обжарка у него такая очень Качественная. своеобразная, очень вкус у нее такой, да, интересный. Не, ну, в общем, на самом деле, вкусно. Он реально вкусный. И такой по-своему вкусный. Ну что, твоя мечта сбылась? Да. Котлета вообще, ну не жирная, но такая пропитанная. Пропитанная, но не жирная. И прожаренная тоже хорошо. Огонь, Андрюха, ну приятного аппетита, я тоже сейчас начну. И уже после бургера от Black Star мы отправились кататься на речной трамвайчик. Андрюх, расскажи в целом, как твои впечатления о Москве? Что ты можешь добавить, что ты скажешь, что ты считаешь вообще? Как тебе Москва в целом? Вообще сказочный город, особенно зимой. Очень понравилось тут. Мне нравится. А что по путешествию? Как тебе путешествие? Все ли да. идеи, воплощения, Да. задумки какие ты хотел? Все, что хотел, я все сделал. Это самое главное, Андрей. Да. И очень хочу еще вернуться сюда как можно быстрее. Я думаю, ты вернешься обязательно. Там мы дождались Илюху и его девушку Арину и уже поехали все вместе. После того, как мы приплыли на станцию сердца столицы, мы отправились пешком до Шелепихи, а уже оттуда мы отправились в Хинкальную, где Андрея угостили настоящими русскими хинкалями. American friend will eat хинкали. Let's go. Горячая. From Russia with love. Да. И ты что скажешь, я не знаю английский после этого? Так, все, ладно. Very good. I approve. С баклажкой. Да. Хорош за тебя, братан. За тебя. Минералочки. Еще нормально питьевая пить можно. Не настоялось? На следующее утро были сборы и уборка квартиры Андрея. Мы собрались, помогли собраться с Антоном Андрею, привезли пиццу, угостили Андрея вкусной пиццей из Москвы. Максимально приятно, я вот прям реально перед вами в долгу, если может вы когда-то выберетесь там ко мне в Штаты, я так же сделаю вам максимально хорошее Главное, не на танках. Да. Хорош. И не на ракетах. Реально прям. Давайте. Собрались, покушали, посидели на дорожку и уже отправились в сторону аэропорта провожать Андрея. Всем привет! Мы на канале Буф Ньюс. И с нами один из друзей Андрея. Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Магомед. Скажи, пожалуйста, как вы познакомились с Андреем? Слушай, это было в детском саду. Всех деталей я и не вспомню, потому что, честно говоря, эта история уже больше 25 лет, наверное, лет 27 уже. Мы оказались в общей группе. Получается, я перешел от одного сада в другой, мне было года 4. И, в принципе, мы спали рядом, получается, в соседней кровати. Как бы это сейчас противозаконно не звучало. И в целом после этого, как это обычно в детстве завязываются отношения дружеские, так все, в принципе, и началось. Потом после садика наши дороги разошлись. В 3 классе мы снова сошлись уже в одной школе оказались. И, собственно говоря, благополучно не дружили, ну и продолжаем общаться, но дружили плотно ровно до того момента, пока он не уехал. Ну и дружба продолжается до сих пор. Да, конечно, безусловно, сквозь года она идет. Она началась еще в те времена, когда на российских купюрах было 3 лишних нуля. То есть мы с ним знакомы до дефолта, до деноминации. У нас даже был другой президент. Вот это да. Да, в прошлом тысячелетии. Очень интересно. Да. А если, допустим, вспомнить, какое самое яркое воспоминание, связанное с Андреем, у тебя было? Слушай, наверное, таких воспоминаний 2. Одно очень личное, второе очень мемное. Я, наверное, начну с какого-то такого очень личного. В 7 классе я очень сильно хотел компьютер, но у меня шла такая позиционная война с родителями на эту тему. Он мне дал пару бесценных советов, как можно этот диалог выстроить. Ну, какие
Советы, безусловно, на дистанции оказались очень полезными. Я ими воспользовался при следующем общении с родителями. Я долго готовился к этому разговору, задействовал весь арсенал ответов, который он мне дал. И, в принципе, я выбил свой первый комп. Это был ноутбук, но это того стоило. Это личная история. А вторая история связана с тем, что как нас чуть не повязали менты за разбитие пива. Вот. Причем Андрюха, это был второй приезд, он получил свой первый паспорт, получается, российский, ему уже было больше 14 лет, и мы пошли гулять на Москва-реку, где мы в какой-то момент перебегаем через дорогу, у нас из штанин сзади торчит бутылки пива. Мимо нас проезжают ППСники, которые сначала не заметили нас, потом резко начали тормозить. Андрюха это увидел, я говорю, давай быстро в кусты. Мы забегаем в кусты, успеваем бутылки пива выкинуть и идем, как ни в чем не бывало. Нам говорят, молодые люди, тыры-пыры, оборачиваются, Андрей проверяет документы, у меня их не было с собой, мне сказали, что не ношу, сказал, у меня зачатка, абсолютно. Но нас спасло то, что в кустах отдыхали два мигранта из Средней Азии, и, видимо, ребята поняли, что это более выгодная клиентура, и докопались до них. Но мы, как два дебила, которые ищут закладки, просто 30 минут стояли на расстоянии 100 метров от кустов, где хранились наши 2 бутылки пива, ждали, пока милиция увезет этих 2 мигрантов. И потом уже спокойно смогли своим пивасом насладиться. Очень здорово. Необычная ситуация. Так, а как вообще можешь описать Андрея в 2 словах, в 3, своими словами? Ну, помимо, если максимально серьезно, он действительно максимально благородный и, самое главное, простой парень. Вот. Но если немного добавить мемности, моя мама, тоже работала в детском садике, где мне было, где мы с ним, Андреем, собственно говоря, познакомились. Она всегда называла его Буратино. Потому что у него в детстве был очень такой прям крупный нос такой, он у него выделялся, он был реально чем-то похож на Буратино. Андрюх, извини, я должен был сказать. Очень забавная история. Я думаю, Андрей тебе потом скажет спасибо, когда будет это смотреть. Я надеюсь. Спасибо огромное от души, было приятно пообщаться. Взаимно, спасибо, что позвали. Итак, следующий гость нашей программы. Представься, пожалуйста. Приветствую, Илья. Очень приятно. Илья, расскажи, как ты познакомился с нашим главным героем нашего фильма Андреем? Старые добрые времена, да, к сожалению, я их уже не помню, за чередой длительных лет весело проведенной жизни, но это было в 1 классе. Нас привели в загон, в котором мы провели следующие 2 года вместе, потом 1 год в разлуке, еще 2 года, получается, тоже за школьной партой. Было здорово, весело, как говорится, было еще много приятных знакомств, но держались всегда втроем, грубо говоря, в те годы. Ну и дружба продолжается до сих пор. Дружба продолжается до сих пор, несомненно, и чертовски приятно спустя столько лет, даже несмотря на расстояние, иметь возможность позвонить, пообщаться и узнать, как дела. Когда даже разделяют часовые пояса, километры, тысячи километров воды, суши, границы, которые лишь в голове. Отлично. А мог бы ты назвать пару хороших воспоминаний, которые связаны с нашим замечательным товарищем и другом? Насчет пары воспоминаний, да, конечно. Самое яркое. Да, конечно. В какой-то момент времени я ему чертовски сильно завидовал, потому что ему в какой-то момент времени подарили, в общем, часы, что надо, что называется, по тем временам, электронные, большие, здоровские. Чертовски хотел себе такие же часы. Но должен сказать, что в какой-то момент времени эти часы сломались, и я был немножко этому рад. Ля ты крыса! Андрей скажет тебе спасибо, дубль 2, за твою искренность и честность. И всегда было прикольно в детские годы полазить по гаражам в ближайших дворах. Ну, не то чтобы зимой, а скорее в любое время года. Пока, как говорится, не снесли все гаражи в Москве. Но было здорово. Андрей — это тот человек, который научил меня скатываться с горок на ногах, не падая, при этом на бок. Круто, круто. А как бы ты охарактеризовал его перед человеком, который его не знает, но хотел бы узнать? Ну, пару слов. Веселый парень, с которым обязательно стоило бы познакомиться. Слушай, это здорово. Спасибо тебе огромное за интервью. Да, спасибо, что позвали. От души. Пока-пока. В общем, Андрей, эти замечательные
дни, которые были в течение 2 недель, пролетели максимально продуктивно, интересно и местами немножко быстро. Чуть-чуть даже жалко, что так быстро пролетело время, но я и все твои друзья, а именно Магомед, его супруга Фатима, Илья, его девушка Арина, Антон, мы все ждем твоего возвращения домой, возвращения в Москву. Мы всегда рады видеть тебя, мы всегда рады тебя слышать, и мы безумно скучаем по тебе. Приезжай скорей, бро. Андрюха, для тебя отдельный привет хочет передать твоя компания, люди, которым ты не безразличен. Привет. Ну как-то так, приезжай быстрей. Приезжай на подкаст. Ну, все как-то так. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что